Доброго времени суток. Кто впервые нас смотрит, то обучающие стримы, они дают больше пользы, чем какая-то инструкция, потому что вы не просто смотрите, как человек, который знает, как что-то делать, работает в своем налаженном окружении, где у него все получается. Вы пробуете сделать то же самое, а у вас не получается. А смотреть вот такие вот стримы, когда есть сложности, когда есть преодоление, вы формируете вашу личную насмотренность в айтишечке и потом создаете более крутой продукт. Так что добро пожаловать на канал, и здесь хорошее обучающее видео. Сегодня мы продолжаем воевать с контрибуцией в пиар международной компании. Значит, я закинул свой код, и его проверил, можно так сказать, робот. Робот мне сказал, что такие большие пиары не рассматриваются, что это 265 файлов, а максимум можно 100 файлов. То есть надо будет как-то спросить у ребят, действительно ли мне нужно разбить мой пиар на 100 файлов и запушить его за 3 раза, чтобы преодолеть это препятствие. Не проблема. И здесь еще конфликты у нас возникли. И я их сейчас еще не могу решить. Что я попытаюсь сделать? Я попытаюсь это как-то все-таки разрешить. Так, мы заходим в терминал. У Клауда у меня уже такой закончился на издыхании. И поэтому я думаю помучить гугловский Gemini. Так. Хочу ли я подсоединить PageRM к Gemini CLI? Впервые такое делаю. Я не вижу в этом смысла. То есть он и так имеет доступ к файловой системе, поэтому нет смысла. Маркетинг. Я не вижу смысла. Сейчас я его должен погрузить в контекст. Так, как его погрузить в контекст? Надиктовать ему. Все наши тесты, они будут проходить вот это тестирование, которое зашито здесь, которое уже пройдено локально, успешно и положительно. И в том числе оно опирается на какие-то английские тексты, поэтому локализацию, которую мы сделали, она уже сделана хорошо, и ты, пожалуйста, никак не меняй этот код, потому что иначе упадут тесты. Это я ему первое, что хочу сказать, чтобы он не ломал. Второе, что я ему хочу сказать. Да, пусть пишет любые файлы. Прикольно. Он пишет, что записал и буду строго придерживаться этой задачи. Да, есть задача, которую хочется выполнить.
Сейчас надиктую. Я сделал пиар, и там есть неразрешенные конфликты. Я бы хотел, чтобы просто в моем гитхабе появилась надпись, что у меня ветка не опаздывающая от апстрима. Сейчас ему накидаю таких информаций. А пока у меня была пауза, там чуть-чуть подумать, я думаю, ну какая может быть у меня цель в том, что я делаю. И мне показалось, что синхронизировать нашу ветку это было бы очень даже неплохим решением. Для Gemini. Ух ты, у меня квота обновилась. Интересно. У меня есть ощущение, что, возможно, конфликты уже разрешены на уровне локальной ветки, что все они стянуты и разрешены конфликты, но при попытке залить на мою ветку на гитхабе вываливается какая-то ошибка, я ее не могу побороть. Помоги мне ее побороть. Так, проверять гид. Да, конечно, можешь. Так что вот такая вот у нас задача. Очень хочется закрыть эту задачу. Куда ее можно еще растягивать? Кстати, в прошлом видео, помните, я говорил, что вроде бы появились же там ревьюверы. Ну и да, действительно, они тут есть. Появились. Там в каком-то интерфейсе, может быть, они не были видны. Но да, вот, я думаю, появились. Google, кстати, думает долго. Но я не могу, пенять на него. В принципе, трудяга. Он берет у меня разрешение разрешать конфликты без моего ведома, и я даю это разрешение. Он зафиксировал здесь ветку, в которой мы работаем, и понял директория, в которой мы работаем. Ну, то есть вот интерфейс мне на самом деле здесь приятен. Вот эти вот вещи, они добавляют мне контроля и спокойствия, что во всяком случае все происходит. Как я понимаю, здесь это название раздела, а здесь говорится о том, что это не песочница, а что это реальная битва, моделька. Тут указано, я не разбираюсь в моделях Gemini, но он автоматически сам выбирает какую-то модельку. Я так понимаю, что это квота. А вот это мне очень приятно. То есть я не знаю, есть ли у них недельная какая-то квота, но когда я работал с переводом текстов, то он поднялся где-то до 30%. И спустя вот сколько?
Ну, 4 часа он спустился до 3%. Ну, прямо какая-то динамическая связь. Ну, то есть вот по квотам мне пока что нравится, хотя я его только пользую один день. Вот, и он ловит то же самое, то есть fail, 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 то же, что у меня. Ну, я не верю, что так медленно заливается код. Прямо вот так вот по строчке. Ну, если он вот так вот по строчке заливается, то я извиняюсь. Это сколько сутки надо заливать там 2 маленьких файла, а если люди там загружают много файлов. Ну, у меня там почти 300 файлов, да, там сколько, 260 файлов. Ну, странно, то есть он не прерывает это, и значит для него это все нормально, что здесь написано fail. То есть, значит, я зря, ну как, я зря остановил то, что у меня push происходил непосредственно в PageArm. Я посмотрел, что push делается там дольше, чем минута. Вот, ну и думаю, ну все, что-то не то, все сломалось. Гигабитный интернет, там 300 мегабит точно должно. Ну, давайте глянем, что там у нас сегодня покажет. Это реального уже интернета, который между компьютером и серверами. Ну да, то есть там что-нибудь 300. Ну, с этими там больше покажет. Но это больше какой-то там такой синтетический. Ну, то есть эту скорость я не особо могу использовать. То есть она такая не до серверов Гугла, а до как-то там до ближайшего компьютера или что-то там от моего роутера там до ближайшего компьютера, но это не значит, что там есть какой-то сервак, и не значит, что там ходят какие-то пакеты данных. То есть, ну, реально там где-то 300 эффективных у меня мегабит в секунду. Хорошо. Значит, если он спокойно за этим наблюдает, может, так и надо. Что, ну, конкретно меня удивляет. То есть я решил оставить это вот так вот все. И пошел там, позанимался своими делами. Ну, стояло это все минут 20 по ощущениям. И минут 20 оно там пушинг, пушинг, пушинг. Ну, в принципе, если говорить, конечно, о том, если это все действительно не сбойно, то, что здесь вот написано fail, ошибка, сбой. Если оно вот так вот по строчечке заливается, и это имеет какой-то смысл, ну, мне не проблема оставить компьютер там включенным на 10 часов, чтобы задача была выполнена. Я буду рад, если это все будет так просто.
Ну, сейчас спросим. Я боюсь просто здесь как-то прервать эту связь. У Gemini есть у меня подписка, и я думаю, можно у него спросить что-нибудь такое. Оцени, что это и нормально ли это. Ну, я вот так вот общими словами ему сказал, чтобы не наводить на какую-то мысль конкретную. Меня интересует вот конкретно fail, но я думаю, он из контекста как-то сможет понять, что я от него хочу, и как-то отреагирует. То есть там видно, через что заливается и суть ошибки. Что происходит. Требует точно локализации for paperclip через консольного и агента. Давай разберем, что именно происходит и насколько это типичная ситуация, что происходит на экране. И агент пытается сделать push. Агент выполнил команду shell git push origin, ну и название ветки, пытаясь отправить твои локальные изменения в удаленную ветку. Сработал git hook, pre-push hook. В репозитории настроен автоматический скрипт проверки, который запускается перед пушем. Он сканирует код на соответствие правилам проекта. То есть это я сам себе сделал сложности. Или это они сделали определенные правила. Хук заблокировал push. Мы видим серию ошибок. Fail. Но все-таки заблокировал. Non i18n addition in commit linter. Интернализация i18n посчитал, что добавленный тобой или агентом код нарушает правила локализации. Агент завис. В самом низу видно, что агент находится в состоянии размышления уже 6 минут 19 секунд, пытаясь обработать ошибку гита и твой запрос из очереди. Нормально ли это? Ошибка линтера git hook. Это нормально, хоть и раздражает. В строгих проектах часто стоят автоматические проверки, чтобы разработчики случайно не залили жестко закодированный текст без ключей перевода. Однако, если присмотреться к строкам, на которые ругается скрипт for constant blocker of sources if is assigned backlog blocker, становится ясно, что скрипт работает криво. Он помечает как неправильный код обычную логику кода, а не текстовые строки. Это проблема несовершенства самого проверяющего скрипта в репозитории. Зависание агента на 6 минут – это ненормально. Генерация ответа не должна занимать столько времени. Скорее всего, API-запрос отвалился по тайм-ауту, произошел сбой сети или ИИ, утилита ушла в бесконечный цикл парсинга ошибки и не может из него выйти. Что с этим делать? Отменяй генерацию, смело нажимай Escape, как подсказывает интерфейс, чтобы сбросить залипший процесс. Твоя гипотеза про конфликт неверна. Дело сейчас не в слиянии веток. Git даже не пытался отправить файлы на сервер и проверить конфликты. Процесс был прерван локально прерывающим скриптом. Как обойти ошибку пуша? Если правила репозитория
позволяют push, можно пропихнуть в обход хуков, добавить флаг, git push origin, no verify. Если проект требует строгого прохождения линтера, вся CI все равно упадет. Придется смотреть, как именно настроен. Сейчас, исходя из того, что мы заливаем, я так понимаю, что мы заливаем на Origin. Origin — это моя ветка, которую я контролирую, это мой форк. То есть это я настроил правила, которые ограничивают мой же пуш. Я правильно понимаю? И да, и нет, ты абсолютно прав в том, что Origin — это твой форк, твоя территория, и ты имеешь над этой веткой полный контроль. Но вот сами правила, которые сейчас бьют тебя по рукам, изначально настраивал не ты. Механика здесь следующая. Поскольку ты делаешь open source контрибуцию в репозитории PrPrClip, при создании форка ты скопировал к себе не только исходный код, но и всю внутреннюю инфраструктуру для разработчиков, заложенную оригинальными авторами. Такие проверки Git Hooks, часто реализуемые через пакеты вроде Husky, жестко прописаны в конфигурациях файлах проекта. Авторы оригинального PrPrClip специально повесили этот триггер на препуш, чтобы никто из контрибьюторов случайно не отправил в проект хардкод вместо ключей локализации. Твой форк просто честно использует эти унаследования правила локального репозитория. Так как Origin полностью под твоим контролем, у тебя есть два пути. Силовой — обойти свои же правила, ты можешь проигнорировать этот хук и залить коммит в свой форк силой, добавив к команде push флаг no verify, агент просто отправит изменения в обход проверок. А force push это то же самое в charm. Стратегически с прицелом на pull request важно помнить, что когда ты понесешь эту ветку в оригинальный репозиторий PrPrClip через pull request, там на сервере запустится их CI/CD pipeline с точно таким же строгим проверками I18N. Если ты обойдешь линтер локально, твой PR все равно покраснеет и не пройдет автоматические тесты у мейнтейнеров. Смотри, сейчас у меня нету никакой информации, что именно блокируется и почему. Если я уже буду заблокирован на уровне самого PrPrClip, то, во-первых, там уже есть люди, с которыми я могу пообщаться, во-вторых, там я увижу, на какие строки конкретно ругается линтер, что это не соответствует. Я правильно понимаю, что сейчас я не понимаю, на какие строки ругаются в моем коде, просто блокируется каждая строка. Что мы делаем? Что ты планируешь делать? Ты понимаешь логику работы с pull request, в целом верно.
Там действительно есть интерфейс CI/CD, проверки, возможность обсуждения. Но ты ошибаешься насчет того, что сейчас у тебя нет информации. На самом деле локальный скрипт уже выдал тебе абсолютно все, что нужно знать. Дай разберем твои рассуждения. У меня нет информации, на какие строки ругается линтер. Это не так. Посмотри внимательно на текст ошибки в консоли из твоего скриншота. Линтер не блокирует каждую строку, он выводит конкретный кусок кода, который ему не нравится. Каждая строка начинается с fail. Это просто префикс для вывода проблемного блока кода. Вот что тебе говорит консоль. Где проблема в файле, в каком коммите, какая именно часть кода. Ага, теперь я чуть-чуть больше понимаю. То есть, получается, это у нас не конфликт кода, а это... Линтер буквально вывел тебе проблемный цикл for на сервере Paperclip. Их CI/CD покажет тебе ровно ту же самую ошибку слово в слово. Разница лишь в том, что сейчас ты видишь ее в терминале, а там увидишь в веб-интерфейсе GitHub. Там я увижу, что скрипт блокирует и почему. Почему это блокирует, мы уже выяснили. Скрипт Addition проверяет, чтобы никто не добавил текст без перевода хардкод. Но этот скрипт написан несовершенно, скорее всего, использует простые регулярные выражения, поэтому он случайно зацепил твой блок логики, решив, что это непроверенный текст. Но так если он зацепил ошибочно, то зачем нам его править? Но этот скрипт написан несовершенно, скорее всего, поэтому он случайно зацепил твой блок логики, решив, что это непереведенный текст. Там уже есть люди, с которыми я могу пообщаться. Технически, да, ты сможешь тегнуть майнтейнеров Paperclip в комментариях к PR, но в open source есть важное негласное правило: не стоит открывать pull requests с падающими тестами или линтерами, если ты поможешь починить их сам. Если ты зальешь код с обходом проверок через новый рефай, создашь PR, и их CI/CD покроют. Из-за этой локализация не будет... Так, создашь PR, и их CI/CD покраснеет из-за этой ошибки локализации. Мейнтейнеры, скорее всего, даже не будут смотреть твой код, они просто напишут please fix. Ну да, обычно так и есть. Пожалуйста, сначала исправьте ошибки. Что делать сейчас? У тебя точные координаты проблемы, а вместо того, чтобы проталкивать ошибку на сервер, лучше сервак дает такой ответ. Их CI/CD. И еще... Так, если линтер находится у нас в коде, то мы его можем обнаружить и понять, как он работает. Хорошо, то есть с этим можно работать, и тогда логически есть смысл досмотреть до конца все, на что поругается линтер, потому что он будет ругаться на конкретные коды, и нам важно собрать всю эту информацию. Поэтому ответ, мы не зря читали.
Он изначально сказал, что завис, отменяй. Но нет смысла отменять, нам нужно получить всю информацию, какой код не такой. Ага, значит, ты все-таки пропушил ветку и добрался до сервера. Тут есть важный нюанс. То, что ты прислал, это не результат работы CI/CD, линтеров или тестов. Это базовая проверка самого Git на сервере GitHub. Давай разберем, что именно тебе ответил сервер, почему, что это значит. Merge конфликт, ну, то есть просто надо порешать... Ну, он думает, что какие-то обновления были. Так, давайте думать, буду думать вслух. То есть у нас здесь, у меня в форке лежит код, который проверяет мой код. Надо открыть еще один терминал. Надо найти этот линтер, посмотреть логику его работы. После того, как мы посмотрим логику, как он проверяет, то мы сможем поправить наш код так, чтобы проверка прошла. Есть ощущение, что в моем форке Paperclip лежит линтер, который проверяет код и выдает вот такие вот ошибки. Я хочу, чтобы ты его нашел и изучил принцип его работы, то есть как нам написать код так, чтобы он на него не ругался. Это один вариант, но так как мы локализацию делаем только сейчас, только мы, только сами, то я бы, может быть, даже еще рассмотрел альтернативный вариант, когда если проверка написана некорректно, что мы перепишем проверку, чтобы она не делала ошибочных каких-то ложно положительных выводов о том, что это что-то не то или что-то не так. Но мы вначале должны точно убедиться, что наш код правильный, и его не надо никак изменять. Вот, пожалуйста, найди этот линтер, который выдает вот такие вот ошибки. Ну, определяет вот эти вот коды и вот эти вот штуки как ошибки. Так, это мы загрузили вот этого. И мы берем отсюда. Так, rename session. Мы тут сбор ошибок. Здесь у нас кто идет? Здесь у нас искатель линтера. И мы вот выведем ему какую-нибудь там такую вот. Как же это скопировать-то? По-моему, это должно показываться где-то еще здесь. Да, вот здесь вот можно как-то более комфортненько это все скопировать. Так, я скопировал и перехожу
в искатель линтера и загружаю его работы. Но еще дополнительно у нас есть еще один Gemini, который убиратель конфликтов. И он уже знает ветка, в которой мы работаем, наш проект. Шикарно. Мне это нравится в визуале Gemini. И сейчас я ему просто поставлю задачу, которая вот так вот. Копирую просто ссылку и копирую вот эти вот файлы, что у нас есть конфликт, и потом копирую вот эту ссылку, там, где наша веточка нашего форка, и копирую, что мы позади на 13 файлов. Но вроде, может быть, они уже локально разрешены, но их не пропускает линтер. Ну и опять сходим вот сюда, вот там скопируем, вставим и скажем, что хотелось бы не быть на 13 коммитов позади. Есть еще два агента. Первый смотрит, надиктую, и собирает все полностью ошибки, то есть что линтер считает ошибкой в нашем коде и к какому коммиту это относится, а второй агент ищет линтер для того, чтобы понять логику его работы. Можешь ли ты выполнить что-то, чтобы не конфликтовать с ними? И я думаю, что было бы хорошо не быть на 13 коммитов в опоздании. Можешь ли ты это обеспечить так, чтобы не перекрывать работу агента 1 и агента 2, чтобы ты работал параллельно, не мешая им и не забирая у них кусок хлеба, и чтобы они у тебя не забирали? Предложи логику твоих действий. Так вот мы третьего загрузили. Думаю, какой кусок хлеба? Тут программирование, а тут кусок хлеба. Да, говорил, наверное, такое. Этот просит запросы на... давайте разделим. И давайте еще разделим. Чтобы мы не пропускали, если где-то там... Так, а где у нас наш... вот сбор ошибок. Хорошо. Вот. Да, разрешить везде в этой сессии. Создатель Paperclip, он говорил, что Paperclip есть смысл использовать, если вы используете больше 3 агентов одновременно,
А мне пока для моих разработок как раз больше 3 я, наверное, не использую одновременно. Ну, а 3 можно вполне менеджерить более эффективно в ручном режиме, чтобы они меньше токенов съедали. Ну, если ресурсы не ограничены, то, конечно, время уже становится большим ресурсом, чем там деньги, и можно залить там хороший бюджет и получать результат от пепперклипа. То есть инструмент интересный. Мне понравилось в нем работать. Высокая автономность, ну, есть свои ограничения. Опять же, когда искусственный интеллект ошибается, то он тянет за собой ошибку, и эта ошибка разрастается. Поэтому все равно контроль важен. Так, линтер добавлен, и он проверяет все, что не соответствует паттерну. Я хочу перевод. Исправить ложное срабатывание, локализовать строки work mode. В коде модуля work mode содержится жесткое задание. Английские строки, например, стандарт. Мы обернем их в функцию t для обеспечения локализации. Внести логику work mode в список исключений. Обновить линтер таким образом, чтобы он пропускал именно логику модуля workMo. Это позволит внедрить данную функцию в текущую ветку без возникновения ошибок. У меня возникают вопросы, почему там возникает где мы тут? Есть ли еще что-то дополнительное, что я могу тыкнуть? Так, тут еще что-то есть. 4. Вообще отключить линтер. И все из перечисленного. И ввести собственное значение. Давай пообщаемся. Я не понимаю, то есть как появилась какая-то логика внутри файла, которая вроде бы отвечает только за текст. То есть в оригинале этот файл и логика там была, или ее не было, и это я ее туда добавил? Ну, то есть вот я не до конца понимаю, что происходит. Линтер он уже нашел, он понял, как он работает, и предложил варианты. То есть это хорошо. Скрипт check div. Так, а где он находится? Так, сразу в конец.
Файл — это не файл с текстом, это главный файл с кодом, React компонент, который отвечает за все окно создания новой задачи. В нем изначально было много логики. Проблема не в файле, а в жестком правиле для этой ветки. Линтер проверяет каждый новый коммит в этой ветке и требует в этой ветке разрешено только оборачивать существующий текст в функции перевода T. Любая новая логика запрещена. А в коммите с названием Add Planning Mode for Issue Work кто-то, скорее всего, это фича, которая прилетела при слиянии веток, добавил новую фичу Work Mode, выбор между стандарт и Planning. В итоге линтер ругается на эту фичу сразу по двум причинам. Там есть захардкоженные английские слова, например, label, стандарт, который не обернут в T, а там добавлена новая логика. Текст нужно обернуть. Но он был обернут. Там было два варианта. Стандарт и планировать. Да? Мы это переводили. Логику я бы принудительно исключил из проверки линтера. Проверку текста я бы оставил. Я прошу прощения за такое вот отображение. Буду надиктовывать и вставлять просто в него. Так, значит, что у нас происходит? Мы здесь общаемся насчет линтера, проверяльщика, который ошибается. Здесь мы собираем ошибки. Пусть он дойдет до конца, это важно. Здесь что у нас? Я могу обеспечить синхронизацию ветки и устранение ошибок линтера, не мешая работе агента 1 и агента 2, следуя следующей логике. 1. Синхронизация, не забирая хлеб у других. Запомнил мою... Я проверил локальное состояние. Моя ветка уже включает в себя все коммиты из Upstream Master, а Mergebase совпадает с Upstream Master. Почему GitHub пишет 13 behind? Потому что Fork Origin отстает от локальной версии на 162 коммита. Мое действие я предлагаю сделать git push origin, чтобы обновить PR в GitHub. Это автоматически уберет предупреждение о 13 коммитах в опоздании и может разрешить конфликты, которые GitHub видит на старой версии ветки. Он не сможет запушить, потому что линтер нас останавливает. Так, значит, это пока что не актуально, он ничего не может предложить. А здесь то, что мы делаем, вот с центральным, мы будем сосредотачиваться сейчас на именно этой логике. Отлично. Строка стандарт и planning и так далее сейчас в коде захардкожены, они лежат в константе issue work mode options вне компонента, мы их локализуем, переведем через t. Что касается линтера, скрипт check only div sh, написать на bash идеальный анализатор, который понимает, где текст, а где логика. Очень сложно, но мы можем ослабить линтер, добавив в него следующее правило исключения: игнорировать все комментарии, игнорировать импорты и экспорты типов, игнорировать тестовые файлы,
или специфичные для тестов вызовы, например, expect, так как там много mock логики, разрешить классы стилей, специфическое исключение для логики work mode, разрешить любые строки кода, содержащие work mode или work mode, чтобы set work mode, стандарт и прочая логика проходила проверку. Я могу табуляцию нажать? Чтобы еще что-то дописать туда нет, да? Это только в клауды я мог табуляцию нажать и еще да, но еще что-то туда надиктовать. Тогда надо выбрать свой вариант и ему что-нибудь надиктовать. Первое, я поддерживаю то, что ты говоришь, я согласен с этой логикой, давай именно так и поступим. Это первое. Второе, мне важно, кто создал этот линтер. То есть до того, как я начал делать локализацию, локализации не существовало в проекте. Я впервые делаю локализацию на проекте. Код, мой код, на стороне сервера проверяет бот. Вполне возможно, что когда он увидел мою ветку, что это N18i, или как вот это называется, локализация, то он автоматически из своей библиотеки сразу развернул специально для меня соответствующую моему фреймворку проверку. И мне важно понимать, кто развернул эту проверку. То есть, если эту проверку развернул бот, это одно дело. Если эту проверку развернул, там, допустим, кто-то из учредителей Paperclip, то это другое дело. Ты можешь посмотреть авторство вот этого линтера? Кто его создал и когда? А то нам это важно. Он думает, что он сейчас отправит пуш, но пуш уже здесь делается и собираются ошибки. А он хочет поправить и обойти то, что мы уже делаем здесь. Так что, он не может работать автономно. Наш третий убиратель конфликтов. Надо работать с искателем линтера и ждать сбора ошибок. Сборщика ошибок. Я искренне надеюсь, что вот этот, когда соберет ошибки до конца, он уже их собирает сколько, 40 минут, то он тогда уже скажет: окей, теперь меняем. Так, он написал на английском. Спасибо ему большое. Готовы начать внедрение. Линтер изменяет локализационный план. Бэкграунд и мотивация. Нет, все-таки давайте на русском почитаю. Переводить еще не хватало. Мне здесь. План локализации и исправления ошибок i18n линтера для предыстории и обоснования. Пользователь работает в ветке локализации и внедрил новую функцию Work Mode. Рабочий режим строгий i18n linter script check i18n only div sh, работа которого обеспечивает хуком pre-push, блокирует код. Поскольку тот содержит одновременно и
нелокализованные строки и новую логику. Цель состоит в том, чтобы надлежащим образом локализовать жестко объем работ, игнорировать относящиеся исследования. Мы определили автора скрипта линтера, используя историю Git, чтобы предоставить пользователю необходимый контекст. Да. И... «38 строк скрыто». Ctrl-O надо нажать. Это у меня просто план предлагает. Я думал, он уже с ответом вернулся, он мне план предлагает. Да, найти, кто автор, пофиксить линтер и изменить код локализации. Да, все так. Да. Ну, хорошо, во всяком случае, я доволен. То есть я вот почитал, и у меня появилось больше дополнительные даже мысли у меня появились. То есть если можно установить такой линтер, который будет проверять файл до пуша и код, и коммит, то, может быть, я такой линтер могу создать, чтобы не платить за GitHub Enterprise. Может ли линтер проверять текст коммита до того, как принять его? То есть, если линтер вот так вот может не принять вообще коммит, читая по строчке и выдворяя фактически неугодный код за пределы GitHub, то, может быть, мне нет смысла покупать GitHub Enterprise, в котором можно устанавливать регексом ограничения на сообщения коммита. Что ты скажешь по этому поводу? Хотя они такие, что они могут переписать код ограничителя линтера. То есть вот тут вот он сам говорит, линтер нас ограничивает, давай мы его перепишем. То есть, в принципе, когда я плачу GitHub, то, получается, я забираю ключи от GitHub, от калитки. Они хранятся у меня как двухфакторная аутентификация. Даже если они, используя мой какой-то пароль, залезут туда и попытаются изменить настройки, то изменение этой настройки требует введения пароля с двухфакторной аутентификацией. И, насколько я знаю, он еще пока что не может это сделать. Да, линтеры могут. Текст коммита до того, как он будет создан. Отменяет ли это необходимость серверных ограничений, как у GitHub, кроется в одном важном неотвратимости. Вот. Линтер можно просто поменять. Обойти. Да, джентльменское соглашение. Сама яишка попытается туда коммитить, скажет: меня кто-то ограничивает, и я могу переписать это ограничение, сейчас я его перепишу. Согласен.
согласен. Это так. Так, что у нас по... Интересно даже по квоте. 3% так и осталось. Что тут у нас по квоте? Сейчас Ctrl-End нажму. Тут ничего не написано. Так. Ну, здесь он будет переписывать... Там он как-то будет переписывать, а это еще может... тут все чуть-чуть сложнее. А тут еще лежат дополнительные тесты, которые запускаются для того, чтобы юнит-тесты, end-to-end тесты, и они в том числе часто завязаны на какие-то английские слова. То есть до этого это были хардкоды, и я не мог часто адекватно заменить на переменную, потому что мне надо было, чтобы там выскочило какое-то конкретное слово, которое зашито в тесты. В принципе, можно поменять тесты, потому что они устарели. И нормально уже написать локализацию так, чтобы она правильной была. То есть я тоже не против этого, но просто я хочу тебе сказать, что просто брать и менять текст под то, чтобы мы прошли линтер, это недостаточно. То есть у нас есть линтер, и есть у нас еще дополнительные тесты, юнит-тесты. Ну, вот я тебе сбросил папку, то есть ознакомься, какие там тесты, что они спрашивают, и где нам надо быть аккуратными, то есть чтобы не порушить то, что там есть. Или я даю тебе, в принципе, разрешение переписать эти тесты, я тоже не против этого. Потому что там, я помню, парочка тестов, они какие-то были такие захардкоженные. Не для локализации. Ну, некачественно для локализации. Вот. Даем такие расширенные пояснения. Он за секунду втянул это все и погнал. Да, так что не всегда можно ответить ему да или нет. Да, но вот есть особенность. Поэтому мне, в принципе, нравится в Cloud-коде, что можно табуляцию нажать. Да, но еще надиктовать туда дополнительный контекст нет, но еще туда контекста накидать. Ну что, у меня появился, во всяком случае, какой-то оптимизм, что это мы поборем. То есть я уже очертил сложность, и мы уже знаем нашего врага в лицо. Это помощник учредителей по... Как я понимаю, был загружен бот в GitHub. И он смотрит, что мы используем. Он видит, какую библиотеку мы используем. И он из своей какой-то там памяти, из своей библиотеки вытаскивает стандартные правила проверки, что все должно переводиться через переменные, и ничего не должно быть захардкожено. И, кстати, вот этот вот отчет, это будет, можно даже сказать, золотое дно. Так что да, Escape не надо жать.
пусть оно полностью допроверяет и даст нам перечень всех захардкоженных текстов. Тут приятненько как-то Google справился с задачей, то есть он мне может выводить какие-то результаты в активном режиме. Cloud так не делал, а мне хотелось чего-то такого. Очень хорошо, что я вспомнил и сказал ему насчет вот этой вот тестов, потому что он бы сейчас там сделал только под одни критерии, а здесь еще дополнительно там 700-800 критериев, которым надо соответствовать. Ну вот он уже делает через T, через переменные. Это наш словарь. То есть он его расширяет. Ну, шикарно. Это очень помогает в разработке. То есть я не против таких роботов, ботов, алгоритмов, а наоборот за. Я обожаю программирование в плане того, что сразу мы получаем опыт. Мы сразу знаем, что так или что не так. Ну и, в принципе, будет достаточно логично, что если линтер-бот создал специально, чтобы ограничить меня, то я перепишу линтер для того, чтобы это не мешало проекту, чтобы, ну, функции не падали там. Ну, шикарно, то есть он посмотрел тесты, переписал и пошел дальше. Ну, то есть это полностью дублирование вот этой функции убирать так, разрешить ему постоянно. Разрешить ему постоянно. Это все мы в моем любимом пейчарме. Это искусственный интеллект говорит. Ну, и в твоем любимом пейчарме посмеялся так. Да, работает. Ты правильно понимаешь. Я рад, что ты правильно понимаешь. Так, это он где-то браузер какой-то запустил для теста или что? Ничего не вижу.
Да, ну так, порядком он здесь претензии имеет к... А видите, как мне Gemini в самом этом чате, ну, я не помню, вчера или сегодня, говорил, и Клауды, он мне говорил, что ой, да не обращай внимания, это просто там так пишется фейл, а так все нормально, все заливается, надо просто игнорировать, надо просто ждать. Класс, он, получается, читает вот эти вот все ошибки, которые мы здесь собираем, чтобы это сделать правильную локализацию, залиться, и чтобы линтер нас не наказывал, и при этом сделать так, чтобы урезать сам линтер, урезать его права, чтобы он на функции не залазил, не переменные, а на константы не залазил. Так, получается, здесь он будет показывать, сколько у него еще процентов осталось лимита. Ну, вечный Gemini. Да, я думаю, когда вы смотрите вот такое вот видео, и кто-то к вам подошел, там, я не знаю, там, к примеру, там, жена, девушка подошла и посмотрела, что вы смотрите какие-то цифры, какие-то сложные закорючки, и что вы еще в этом всем понимаете и разбираетесь, слушаете и смотрите, понимаете, что здесь есть информация, и вы эту информацию понимаете и можете обрабатывать, я думаю, у человека паника, уважение к вам, может, дополнительное, такое тихое. Да, я тоже не думал, что я так буду с командной строкой близок. Так, какие-то там, ну да, регексы я учил, там какие-то, учил моменты баша, какие-то моменты там, я не знаю, там простых команд CLI, клик. Но что постоянно буду в терминале, и что это не будет совершенно сложно, это, да, неожиданно. Никогда бы не подумал, наверное. Классно, то есть вот тут вот он по строчечке собирает, а этот быстренько втягивает уже всю информацию для того, чтобы уже погнать нашу локализацию делать. Мне все нравится, я доволен. Google хороший, умный, разбирается. Ага, квота 11%, окей. В принципе, что я могу сказать? Интересная обучающая часть, наверное, на этом закончена. То есть, что мы узнали? Можно написать файлик, положить его на GitHub, и он будет хуком перехватывать то, что заливается, и можно создавать определенные правила
Ну, допустим, тем же регексом, как вот я вам сбросил регекс, который я использую для того, чтобы не допустить определенные сообщения про соавторство. То же самое здесь можно использовать. Чем хорошо бесплатно, а чем плохо искусственный интеллект, который имеет доступ к коду, он имеет право зайти и удалить его, изменить. То есть это такая гибкая защита. Может, да. Ну, то есть хорошая защита, если случайно забыл, и все. Но бывает такое, что искусственный интеллект внутри пепперклипа очень локально мыслит, и ему не понравится, что кто-то его ограничивает, он сотрет этот линтер, и все. Так что, да, вот это мы получили. Здесь мы коллекционируем ошибки, и мы потом это будем использовать для того, чтобы это как-то лечить. Первый вариант – исключить из линтера, добавить правила, которые исключат ложное срабатывание. Второе, мы используем найденные слова, захардкоженные. Круто. То есть мы будем знать, где они находятся. Мы их допереведем, дозабросим в локализацию. Класс. Вот, наверное, вот это два таких основных действия. И после этого уже мы сможем как-то играться с нашей веткой. То есть Pepperclip наложил ответственность на нас, когда мы стягивали себе форк, что мы втянули в себя это правило. Окей. Вот такие вот на сегодня выводы. Ну что, всем вам хорошего настроения. У меня вот когда есть четкая, ясная задача и уже, пределы сложностей очерчены, то тогда уже понятно, что можно выполнять. Есть очертания, что надо и как сделать. Вот, так что я думаю, что у вас с каждым днем появляется все больше и больше новых каких-то данных, и IT-продукты, которые вы будете создавать, они будут еще более классного уровня. Вот, желаю вам финансового благополучия. Создавайте качественные IT-продукты, которые легко поддерживать и масштабировать до уровня единорогов, миллиардников в долларах. Все, если нравится контент, пожалуйста, ставьте лайк, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы уже подписались и поставили лайк, спасибо вам. Я удивлен, что есть такое количество людей, кто смотрит такой сложный контент, не просто что там цветочки какие-то, а действительно сложности. Все, спасибо вам, спасибо, что вы есть. Всех благ.